Маша после 9 класса поступила в медицинское училище. Она всегда мечтала стать медиком, а тут еще и общежитие давали. Вот дома было плохо. Она вспоминала прошлое. «Машка, быстро сделала уборку!» Командовала мама 10-летней Машей. «Мама, я уроки делаю». «Потом сделаешь, в чистоте». «Но я вчера полы мыла». «Значит, сегодня протрешь еще раз». Маша быстро протирала полы, вытирала пыль и садилась за уроки. А мама уходила. «Я к тете Свете. Приду позже. Бульон поставила, суп заправь». Маша доделала уроки, заправляла суп. Мать приходила перед приходом отца, переодевалась в домашний красивый халатик и встречала мужа. «Ах, я все для тебя приготовила. Твой любимый супчик и купила пару булочек к чаю». «Спасибо, родная». Так длилось пару лет. Маша уже готовила не только суп, но и могла пюре с котлетами сделать, рыбу. В общем, нехитрые вторые блюда. Если она возражала, мама могла просто ударить. Гулять? А когда Маше гулять? Уборка, готовка, уроки. Она хотела ходить на кружок рукоделия. Там вышивали, из бисера плели. Мама была против. Но вечером папа спрашивал: «Дочка, как день прошел? Как в школе?» Маша рассказывала и вдруг заплакала. «Ты чего?» «На кружок очень хочу, а мама говорит, что мне не надо, но он платный». «Сколько стоит?» «Всего-то я поговорю с мамой». А вечером спросил у жены: «Маша и так никуда не ходит, хочет на чудесный девчачий кружок. Почему ты против?» «Троек нахватала, пусть занимается». «Таня, не всем быть отличницами. Нормально Маша учится, пусть хотя бы куда-то ходит. А будет плохо учиться, о репетиторах надо думать, а не дома ребенка сажать и заниматься с ней». Татьяна поджала губы, но Маша ходила в кружок одна сразу после уроков. Татьяну не напрягала, и дома все успевала. Артем заявил: «Танюша, тебе надо устроиться к нам на завод». «Вот еще». «Не вот еще, а надо. У нас квартиры дают тем, кто всей семьей на заводе работает. Мне тоже дать могут. Очередь уже в первой десятке. Давай-ка, устраивайся». Тане было откровенно лень, но квартира, и она устроилась на непыльную должность в секретариат, документы набирать и печатать. Зарплата маленькая, но зато всего полдня на работе, в 3 дома. Все приготовлено, убрано Машей. «Ты должна все делать по дому», — говорила дочке она. «Мы с папой работаем, а на тебе дом». «Но я учусь». «Ой, да что ты там учишься?» Но у Маши начался подростковый возраст, она уже отвечать стала. «Учусь, более половины дня, потом еще уроки делаю. И это ты до часу на работе, потом по подружкам, а на мне еще и дом. Могла бы хотя бы готовить». Мать попыталась поднять руку на непокорную дочь, но Маша перехватила замах и, глядя в глаза, сказала: «Тронь только, не знаю, что тогда сделаю». Артем работал много лет на износ, без отпусков и командировок, брал дополнительные смены. Наконец-то им дали квартиру, 3-комнатную. Это была редкость, но они сдали заводу маленькую двушку, где прописана была еще мама Артема. Вот на 4 и выделили. Правда, мама жила в деревне, а после получения квартиры туда и выписалась. Квартира была хорошая, все обставили. Зал, комната Маши, спальня родителей. Тут начались нелегкие времена, распалась страна. На заводе стали платить с задержкой. Артем старался как мог, но все чаще оставался дома. А вот Таня задерживалась на работе. Стала приходить все позже и позже. Родители начали ссориться. «Ты работаешь только до часу». «Я беру подработку, хоть немного денег, чтобы было. Машу вон надо одевать». «И где деньги? Мне долг выплатили.
Ты помчалась себе покупать. Маша-то где? Вот сейчас получу и купим. Заюлила Таня. Получу, сам пойду девчонку одевать. Дожили, ребенок в дырявых башмаках ходит. Продукты были. Мать Артема из деревни помогала овощами, мясом. Они с Машей ездили туда, помогали. Таня же говорила: «Ну что я там буду делать? Я не умею с землей, вы уж как-то сами». Бабушка ворчала: «Ни готовить не умеет, ничего по дому не делает, только фыр-фыр, да по подругам». «А кто тогда готовит?» Начал защищать жену Артем, но Маша засмеялась. «Папа, так я с 10 лет готовлю и убираю. Мама только со стиркой помогает, да и то не всегда». «А чего ты молчишь?» Растерянно сказал Артем. «Папуля, а чего говорить? Ты только сейчас стал побольше дома бывать, а так на работе допоздна и на выходных, или в деревню к бабушке, а тут то дом чинишь, то с огородом и с животными помогаешь. Зачем тебя напрягать проблемами?» «Жалельщица моя», — обнял дочку отец. Теперь он стал приходить домой раньше, а у Маши поздно заканчивались уроки. С Таней начались скандалы. «Готовим или я, или Маша. Ты вообще ничего по дому не делаешь. Прости, но свои трусы сама могла бы стирать, хотя бы это. Я устаю на работе, а Маша дома. Маша позже тебя заканчивает учебу, уроки делает, еще и дома занимается. Ей с подружками гулять некогда. Хорошо хоть плетет, да вышивает. Зато меньше глупостей в голове». «Глупостей-то меньше. Только у тебя работа до часу дня. Ты где до вечера ходишь?» «Я была на работе, подрабатывала. Я заходил, тебя не было, ты ушла. Ну, к подруге зашла, к Светке. И у нее был, тебя там не было. Ой, просто разошлись, что ты все нагнетаешь?» Начинались крики, обвинения, ссоры. Отец уходил спать в зал, Маша переживала. Поступив, ушла жить в общежитие. На последнем курсе ей исполнилось 18 лет. Приехала на каникулы домой, и отец сказал: «Дочь, мы разводимся». «Да, Маша, мы разводимся. Решили приватизировать квартиру и продать. Приватизировать хотим только на себя, меня и отца. Большую часть получу я, а ты будешь у меня прописана и жить со мной, как вернешься». «Как скажете», — согласилась растерянная Маша, подписала все бумаги и уехала доучиваться. Квартиру продали быстро. Хорошее место, хороший ремонт. Мать вместо оговоренной двухкомнатной квартиры недалеко от центра купила в центре большую однокомнатную квартиру. Маша приехала к ней, она ее пригласила. Налила чаю. Из комнаты вышел какой-то невысокий, плюгавенький мужичок в трусах. Посмотрел на Машу и ушел в комнату. «Ты пока сегодня переночуй, диванчик на кухне, а там решим», — сказала мать. «А это кто?» «Это мой Федя, любимый мужчина. Не буду же я одна куковать. Твой отец меня бросил». Маша устроилась на диванчике, но спать было сложно. Федя ночью раз 5 заходил на кухню, то попить, то что-то взять. Утром Маша готовила завтрак, омлет. Федя же смотрел на нее масляным взглядом. Татьяна не замечала этого. «Чем заниматься будешь?» «Пойду на работу устраиваться». Медсестры в больнице были нужны. Маша устроилась дежурной медсестрой, еще и ставку санитарки взяла, чтобы чуть больше зарабатывать. Дома она находилась немного, работала сутками, да еще дополнительные дежурства. Татьяну это устраивало, но вот Федор начал нарезать круги вокруг симпатичной падчерицы. Пытался притронуться, а как-то даже прижал к стене, но Маша вмазала ему коленом, и тот отскочил. Таня стала замечать интерес Федора к Маше, а как-то он зашел на кухню и, не заметив Таню сзади, пытался шлепнуть Машу пониже спины. Та грела его книгой, но та не увидела. «Ты!» —
Кричала она на дочку. «Только по мужикам ходить и можешь. Убирайся из дома!» И стала вышвыривать вещи Маши в подъезд. Федор закрыл беснующуюся жену в комнате. Маша быстро собрала вещи и уехала ночевать на работу. Отец сам жил у знакомых. Квартира-студия в новостройке должна была вот-вот сдаться. Маша расплакалась. До отца не дозвонилась. На улице встретила одноклассницу. «Ты как? Чего вся в слезах?» «Вот, в деревню, наверное, поеду. Мать из дома гонит. До отца не дозвонилась. Не знаю, что и делать». «Он поздно приходит. Моя мама с ним работает. Бери вещи и к нам. Сейчас маме позвоню на работу. Она твоему отцу передаст, чтобы не задерживался. У них сейчас заказы и деньги пошли». Маша заехала, забрала сумки и ушла к подруге. Отец приехал поздно, обнял дочь. «Ты чего не предупредила?» «Мы же договорились, что я у мамы останусь, а ее муж стал ко мне приставать, но она во всем меня обвинила и выгнала». «Вот же, я поговорю с ней». «Папа, а почему вы развелись?» «Так получилось, не хочу рассказывать. Надо решить вопрос с жильем». «А чего решать?» — сказала Ольга, мама Кати. «У нас 2 комнаты. В одной мы с Катей, в другой вы с Машей. Будете у нас комнату снимать. Все нам деньги. Все равно ты фактически на работе живешь. А в тот угол, где снимаешь в общаге, Машу лучше не селить». На то мы договорились. Отец с Татьяной переговорил, но та орала, как невменяемая, обвиняя дочь во всех грехах. Артем с Машей поселились у Ольги, и злой Артем пошел в суд. «Я хочу вернуть все обратно, отменить приватизацию, вернуть в первоначальное состояние, отменить все сделки по квартире. Причина? Дочку жена обманула, деньги за квартиру вернем». Татьяна в суд явилась во всей красе, ярко накрашена, в большой пушистой меховой шапке, в шубе мутоновой до пят и под руку с мужем. Плюгавенький Федор снизу вверх смотрел на жену, в суде выступил. «Вместе с падчерицей жить невозможно. Она со мной заигрывала, соблазняла». «Каким образом?» «В футболке и шортиках по квартире ходила». «У меня шорты ниже колен», — возмутилась Маша, «и футболка на 2 размера больше». Федор на это молчал. Татьяна же орала на весь суд. «Да она по мужикам ходит, пробы ставить негде. Ее у врача лечить от разных непристойных заболеваний надо, от всех подряд цепляет». Артем не выдержал. «Таня, это твоя дочка. Ты ведь сейчас лжешь. Как ты можешь?» «А что? Это правда». Маша сказала. «Я в больнице работаю, медосмотр прохожу, анализы сдаю. Нет у меня ничего такого, и никогда не было. Я и целовалась-то всего пару раз. Большего вообще еще ни с кем не было. Никогда». Суд, конечно, в иске отказал. Никто не будет возвращать все в исходное состояние. Татьяна торжествующе ушла. Она с Федором в своей квартирке проживет. Вечером Маша плакала на кухне. «Папа, тетя Оля, ну почему она так? За что меня так?» «Девочка», — обняла ее Ольга. «Так бывает, когда мужчина становится дороже собственного ребенка. Нет в этом ничего хорошего. Нельзя нарушать баланс. Нельзя растворяться в ребенке в ущерб себе. Но и менять ребенка на мужчину тоже нельзя. Все будет хорошо». А поехали все вместе на выходные в деревню. Ольга, Катя, Маша и я. Маме моей поможем, продуктов привезем. Поехали. А на чем? Согласились все. Это сюрприз. В субботу отец вывел их. Во дворе стояла не новая, но очень неплохая машина. Купил вот по случаю. После аварии. Внешность поправили, а внутри она в идеальном состоянии. Привели с мужиками все в порядок. В деревне бабушка Маши с интересом познакомилась с Ольгой, Катей. Они помогали ей и по дому, и в огороде. Уже перед отъездом
она тихо прошептала Артему. «Хорошая женщина, не упусти. Мы пока дружим». Домой привезли овощи, мясо, накрутили фарша, и все вчетвером весь вечер лепили пельмени, смеялись, разговаривали, обсуждали все. С этого дня вечерние посиделки стали нормой. Как-то Катя с Машей шли из кино. «Маша, мне кажется, наши родители нравятся друг другу». «Папа влюблен в тетю Олю, это точно. Ты против?» «Я наоборот за. А ты?» «И я. Пусть они будут счастливы. Скоро студия сдается. Давай вместе там жить. Пусть одни побудут». «Согласятся? Мы же работаем. Ты в школе, я в больнице. Зарабатываем, самостоятельные». Вечером за общим чаепитием девчонки, переглядываясь и посмеиваясь, сообщили. «Мы тут подумали, что в одной комнате нам жить будет удобнее». «Папа, тетя Оля, мы же видим, что вы встречаетесь, и очень рады. И еще, когда студия сдастся, мы туда переселимся. И да, спасибо, тетя Оля, за прописку. Как сдастся папина квартира, я туда выпишусь». Прошло 15 лет. «Катя», — звонила на сотовый Маша, — «вы как, на выходные к родителям едете?» «Едем, конечно. У меня сыновья уже сложили вещи. Собираются на все лето там остаться, в деревне. И муж удочки сложил. С папой Артемом на рыбалку собирается. Кстати, с твоим тоже идет». «Мои также. И дочка, и сын. Говорят, бабушка с дедушкой их звали. Надо проверить, а то все разнесут. Да и 4 детей им оставлять не хотелось бы. Тяжело уже. Муж говорит, они собирались крышу поправить. И забор. Дел много. Когда справятся?» «Втроем-то быстро. Беспокоит меня, что дети хотят остаться. Бабуля совсем старенькая. Будут ее тревожить». Волновалась Катя. «Поговорим там». Ольга с Артемом давно расписались. Девчонки вышли замуж. У Кати 2 сына-близнеца, у Маши дочка и сын. Артем предложил: «Давайте студию продадим, деньги между девчонками поделим». «Нет, Артем», — сказала Ольга, — «студия Маши, Катя долю в моей квартире имеет». Так что студию Артем сдает. Маша с этих денег ипотеку гасит. Они с мужем 3-комнатную квартиру купили. А Катя живет в 2-комнатной квартире мамы. У мужа своя 1-комнатная, тоже сдают. Пока расширяться не планируют, деньги копят. В деревне было хорошо. Все разместились, дом большой. Бабушку в кресле на веранде разместили. Мы уж не знаем, оставлять ли детей. Все-таки 4. Дети не маленькие, старшим по 10 лет, только маленькой 8. Так что не младенцы, справимся. А чего им в городе на каникулах делать? Пусть все лето тут. Вы же никуда не планировали. «А у нас новость», — сказала Катя. «Папа, мама, мы дом покупаем в вашей деревне». «Деда Дмитрия дом? Это вы?» «Да, это мы. А как с городом?» «Я на удаленке давно работаю. Супруг тоже. Он же у меня программист. Так что выезжать в город будем. Но тут рядом, час на машине. А тут уже газ скоро дотянут. Все рядом». Все порадовались, обещали помочь с ремонтом. В воскресенье Маша с супругом вернулись домой. «Сережка, как тихо без детей!» «Ничего, на выходные съездим. В июле в отпуск к ним, на весь месяц». Тут раздался звонок на сотовый. Опять спам, номер незнакомый. Заворчала Маша, но трубку взяла. «Алло, Маша?» Раздался визгливый голос. «Это я, мама твоя. Дочка, как дела?» «Мама? Откуда у тебя мой номер?» «В больнице дали, на твоей работе». «Что тебе надо?» «Встретиться, поговорить. Пригласи к себе в гости, а то я адреса не знаю. Ты же в студии у отца живешь». «Не совсем. У мужчины какого-то. Давай я подойду». «Мама, плохо слышно. Я сейчас перезвоню». Сергей тревожно смотрел на нее. «Мать?» «Ага, в
Вспомнила через 15 лет. Что-то надо ей? Не знаю, хочет в гости, а я не хочу. Встреться в кафе на нейтральной территории. Не надо в дом, если не хочешь. Да, точно, что-то я растерялась. Она набрала номер. «Мама, здравствуй. Давай встретимся в кафе. Завтра вечером». «Мне бы сегодня. А домой чего не зовешь?» «Мама, мы только приехали. Встретимся завтра в 6 вечера». «Хорошо». Маша очень волновалась. Сергей позвонил. «С тобой сходить?» «Не надо, Сережа. Это мое прошлое, и я должна поставить точку. Сама». Маша Татьяну еле узнала. Она очень постарела. Одета была опрятно, но выглядела далеко за 60. Хотя было ей сколько? Вспомнила. 59 лет. «Маша, доченька, как ты?» «Мама, давай на чистоту. Ты 15 лет про меня не интересовалась, а теперь вспомнила. Что тебе надо?» «Дочка, я соскучилась». «А 15 лет не скучала? И в суде грязью от скуки поливала, врала, сплетни распускала?» «Дочка, кто старое помянет, тому глаз вон». «А кто забудет, оба. Так что тебе надо?» «Пусти меня к себе жить». «С чего это? У тебя своя квартира». «Так Феденька, он же меня младше на 9 лет. Мы однокомнатную продали и купили двухкомнатную, пополам записали. А сейчас он меня бросил, помоложе нашел, привел в квартиру. Невыносимо жить, из дома выгоняет». «Ну, ты же меня выгнала, когда мне было 19 лет, и 15 лет не интересовалась, как я, где я, а у тебя там комната есть». «Да я на тебя в суд подам на алименты». «Подавай, присудят, буду платить. Все, счет я оплатила, доедай, а я пойду». Маша вышла, вздохнула. Позвонил Сергей. «Я возле кафе, жду тебя». «Ну что?» – спросил он, как только Маша села в машину. «Ничего, денег хочет, или пожить у нас. Может, поможем?» «Ей есть где жить. Ну, коммуналка. Так не надо было отдельную квартиру продавать». «Не хочу». Но добрая она была. Все же на выходных за вечерним чаем все рассказала. Артем сразу сказал: «Не вздумай, она просто хочет денег. Смотри, сейчас на алименты подаст». Действительно, по почте пришел иск. Татьяна подала на Машу на алименты. Но Маша в суд не пошла, наняла адвоката. Суд присудил небольшую сумму алиментов с учетом Машиного финансового состояния, наличия ипотеки и детей. «Эту сумму мне не жалко», — сказала Маша. «Я бы и больше давала, но не хочу. Как вспомню прошлое, не хочу». Татьяна еще звонила, что-то просила, рассказывала. Маша слушала. Внести в черный список не было сил. Все же мать, мало ли что. Еще раз в месяц они с Сергеем покупали ей продукты и лекарства. И все. Катя говорила: «Блаженная ты, Машка, вон она как с тобой обошлась». Но я же не она, и дети у меня растут. Если я оступлюсь, они так же со мной поступят. Зато у меня есть ты, мама Оля, папа, семья, а она одна. Не могу совсем бросить, не по-человечески это, подло. Не хочу быть, как она». Она не оступилась, она предала. Я знаю, но иначе не могу. Мне так жить легче. Артем с тетей Олей качали головами, но что поделать, добрая душа. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.